Привет всем! Вот, смотрите, это наш молодец Арчик. Перелазит успешно через ограду. Вот он уже на чужой территории. Это проблема. Он нам загадал задачу и поставил проблему. Смотрите, вот это опасно. Вот это он уже перед выходом на улицу. Вот тут улица, собаки, машины. Это вообще нехорошо. Соответственно, надо было проблему решать. И я подошел креативно. Поставить большой забор, как я говорил, тут нельзя. Вот с таким, с наклонной секцией. Поэтому пришлось решать как-то творчески. Что было сделано через использование такой пленки. Я нашел в магазине, в хозяйственном, листы, ну, похожие на шифер. Вот смотрите, вот такая пластиковая пленка. Вот, она 0,8 мм толщиной. Вот. Я купил несколько листов, нарезал их обычными ножницами и прикрепил с помощью хомутов, которые используются при электромонтажных работах. Что это дало? Это блокирует возможность карабкаться по ним. По ним просто скользят когти, по ним не получается взобраться. Соответственно, мы потом увидим, Арчик проверит, насколько вот эта система работает. Вообще ролик будет атмосферный, он полчаса, он продолжительностью более получаса. Я по большей части сохранил звук, который был при записи, ну, звуки природы, какие-то экспромты. В общем, ролик атмосферный, поэтому никуда не торопимся. Он почему-то именно в этот угол ходил, именно там перелазил. Ну вот сейчас посмотрим, сейчас опять туда пошел. Как бы он так просто вот, делает вид, что он тут не при делах. Так, и наблюдает. Ага, говорит. У нас специально он выпущен для проведения следственного эксперимента. А вот это фрагмент времен коронавируса. А сегодня 2 ноября, и кораблики уже не должны плавать давным-давно. Но народ массово приехал жить на озеро. То есть те, кто имеет возможность, ну, пенсионеры, не работающие. А вместо того, чтобы сидеть в Вене, в больших городах, приехали на свои дачи, чтобы здесь проводить осень, возможно, зиму. Соответственно, народу много, и есть клиентура для кораблика. Вот, 2 ноября я такого вообще-то никогда не видел, чтобы 2 ноября он плавал. В Каринтии пора туманов. Это довольно неприятное явление в райском климате Каринтии. Наступает в ноябре, продолжается где-то до начала декабря, до ночных заморозков. Стоит безветренная, абсолютно безветренная погода, ясная, солнечная, но так как температуры ночные там плюс 2, 3, 5, образуется туман. И вот этот туман над озерами, он застилает полностью, закрывает землю от солнца. То есть там над туманом яркое солнце, которое светит, но уже не хватает у него силы, чтобы растопить туман. И нет ветра, нет мороза, нет ничего, что могло бы этот туман как-то сдвинуть. Это такое неприятное явление. В общем-то, потому что холодно, холоднее, чем должно быть в это время. И нет солнца, довольно влажно. Ну, так. Обычно мы на это время уезжали в Вену или куда-то путешествовали. То есть мы это время как-то старались проводить не в Каринтии. Но этот год внес свои коррективы вот, в связи с коронавирусом. Ну, мы, соответственно, сидим. Вот. А котики у нас проводят исследование территории. Мы сейчас посмотрим, как Арчик будет тестировать новую преграду, насколько она работает, насколько она ему помешает в его планах. Тут кончается.
Помимо того, что вот этот пластик действительно не дает возможности по нему карабкаться, он еще и издает такой устрашающий звук, громыхание, которое действует, ну, тоже неприятно. К громыханию, конечно, они могут привыкнуть, но то, что не за что зацепиться и нет возможности карабкаться, продолжить карабкаться, как по сетке, это факт. Это факт, то есть пока вижу, что работает. Ну, сейчас посмотрим, да? Пошел опять туда, на свое проверенное место. Да. Вот. И тут у него его любимое место, где он перелазил было. Полез. Не получается. А там уже пленку сделали. Ботинки у меня. Это у меня специальные ботинки для хождения вот тут. Так. Что? Не дают тебе перелезть туда? А там так хочется, там так интересно, да? Там обалденно просто. И потом дальше, да, Арченька? Угу. Вот здесь на колесо можно встать. Удобно. Очень удобно. Да. Давай. Ага. Ты еще смеешь тут жалобно мяукать, а? Как не стыдно? Давай, тестируй. Да, папа занимался. Вот. Причем сначала вот этот пластиковое препятствие сделал, было 30 сантиметров. Ну, там стандартная такая была. Вот, стандартный пластик, 30-сантиметровый. Он умудрился закинуть лапу выше. А вот это уже 50 сантиметров. Тут уже никаких лап не хватит. Вот по дереву взобраться, да, вот хорошая идея, пока дерево не спилили. А там прыгнул на крышу к соседям, да? Ага, вот он прикидывает, смотрит поверху, прикидывает. А если я полезу по дереву? А дерево тоже обмотаю такой. А потом спилим. Тем более, что оно тут выросло. Без всякого разрешения. Но вот 30-сантиметровый, когда был эксперимент сделан, он показал эффективность. То есть он предпринял Арчик несколько попыток. И они были неудачны, он соскальзывал. И вот один раз он умудрился, подпрыгнул, зацепился. Вот. После этого я нашел вот этот пластик. Он недорогой, в принципе, и легко режется обычными ножницами. Он такой гибкий. Ну, такой очень удобный материал. Легко крепить. Вот. И был сделан вот 50-сантиметровый. И пока Арчик в некотором недоумении. Ну что, на дерево полезем, да? Это было бы круто, Арченька. Да, это было бы круто. Нет, он решил на дерево не лезть. Он решил еще одну попытку, наверное, сделать так просто. С помощью грубой силы штурмануть. Так, вот. Да, все, а дальше пластик. Арчик, я тебе искренне сочувствую, да. Если он тут полезет, то он может забраться.
я пока еще не успел. Тут сегодня доделаю. Вчера уже просто темно стало. Ты подумай, что тебе там как магнитом. А этот ручей, он течет еще с горы. Тут во многих местах полез, да? Опять. Не, и тут неудачно. Ну что ж такое? Тут я еще не успел заделать, да. Тут предстоит заделать, да. Вот. До этих кустов, которые торчат, надо будет заделать все. Нет. И тут не получается, да? Потом над высокой живой изгородью все равно пришлось подставить сетку. Но там уже не против Арчика, а против Анфисы, которая просто решила перепрыгнуть через живую изгородь на соседскую территорию, не видя места, куда она приземлится. Она сделала попытку, но пришлось ставить сетку. Что делать? Что, лапы грязные, да? А ты больше лазить там по болоту. Конечно. Думаю, надо подписаться. Арченька, поиграй игрушечку. Поиграй. Арчик глупостями не занимается. Он глупостями вообще не занимается. Нет, Он когда говорит, Анфисы нет, он играет. на веревочку еще его как играть. играет, он хочет играть, он любит играться. А Анфиса его запрещает. Да, Да? она мне разрешает. Вот так, это все ее. Он даже не пытается, смотри. А ему хочется, ему очень хочется. Бедный Арчик. Анфиска его вообще зашугала. Когда ее нету, знаешь, как играет? Ну да, в ее отсутствии-то играет. А в ее присутствии не смеет. Пожалуйста, нет. Вот так. А она все, что хочет, то и делает. Арчик находится в тени Анфисы. Она его немножко подавляет. А Арчику постоянно хочется как-то себя проявить, что-то показать, что он вот тоже, посмотрите, какой я. И вот эти его побеги на чужую территорию, это была часть как раз вот этой программы по повышению самосознания. Кроме того, Арчик стал активно лазить по крыше. Вы увидите, дальше будут кадры, как он лазит по крыше. Увидим котика Вилли, ну, как все это происходит. Это тоже его часть, ну, такая часть его попыток самоутвердиться. Вообще, Арчик, конечно, очень красивый, вот, но по характеру Анфиска, ну, его давит. Его давит, к сожалению. Смотрим на вот этих их отношения и видим, что Арчик пытается из-под вот этой Анфискиной доминации каким-то образом выйти. Ну, что в принципе хорошо. Хорошо, что пытается. Мы его в этом отношении поддерживаем. А это у нас на крыше отважный Арчик.
который не перестает нас удивлять. Арчик действительно стал лазить на крышу, а при этом он не совсем уверенно себя там чувствует в плане, а как мне оттуда слезть вниз. Мы его в этом плане стали контролировать, потому что он пару раз предпринимал попытку просто взять и с крыши прыгнуть вниз на траву. Это очень высоко. Поэтому, когда он на крыше, мы за ним приглядываем. Там наверху Арчик. Ну ты не знаешь, как слезть, что ли? А как залез? Нет. И прыгать нельзя вообще. Вот, она по этой палке залазит наверх. Но сейчас она ждет. А это утки кричат. Ну что, полезешь наверх? Нет, говорит, ну его нафиг. Смотрим. А вот Арчик. Вот смотрите, вот Арчик. Ага, скрылся. Пойдем скорее, пойдем. Ирина его игрушкой пытается выманить. Арченька, тут уже спрыгнуть можно. Так. Анфиска показывает. Я хотел Арчи, чтобы это вот, а вместо этого появилась Анфиска, вот так, все, и забралась. Давай, веди своего братца. Арчи, Арчи. Так, я ему поскребу тут. Арчи. А там еще и кот Вилли подоспел, говорит, что тут за движуха какая-то, говорит, какая-то движуха. Молодежь своими хождениями побеспокоила кота Вилли, который там на крыше, как известно, отдыхает. Ну вот, вышел смотреть, что происходит. А Анфиска карабкается, молодец. Решила так, по-простому. Арчик и Вилли. А Анфиска тут снизу играется. Вот. Вилли услышал, что тут какое-то шевеление есть, какая-то движуха. Тоже пришел. Вот палка, по которой Анфиса забирается на крышу гаража, в свое время, давно еще, была сделана для Пуши. Вот. Вилечка по ней никогда не мог забираться, он слишком тяжелый. И эту палку как-то не демонтировали. Она стояла, ее обнаружила первая, конечно, Анфиса, стала забираться. А потом мы видели, что Арчик тоже освоил вот эту доску. Вот так, молодец. Ура! А он увидел, как Анфиска там играет, бегает. Да, Анфисе у нас пользуется особым доверием, она сама заходит домой. Всегда? Впредь до нарушения. Не всегда. Она молодец. Нет, ей одной скучно просто делается, ей публика нужна. А ты им вот эти отбиваешь это. Там эти шеи были, Так. а это он хочет решить. А судя по всему, где-то сзади идет заглавный кот. Ага. Похудевшая и сунувшаяся. Да ладно, сильно он похудел. Я думаю, что не очень сильно он похудел, но настроение у него капитально, конечно, испорчено. Бедняга. Бедняга. У него вечерняя вахта. А ты черному что-нибудь давала? А ты ему вот эту куриную немножко дай. Они в недоумении из-за пустых мисок. Говорит, мешок-то купили, а миски-то пустые. Вот интересная диспозиция. Вот Анфиска, но ее не интересуют не лебеди вовсе.
А ее интересуют вот эти вудки. Утки, они поменьше. И Анфиса явно на них кроит какие-то планы. У нас Вилечка, как известно, так охотился дистанционно на уток. Смотрите, она смотрит не на лебедей, она смотрит на уток. А вот так. Получишь по носу, дорогой друг лебедь. Анфиска так просто не сдается. Да, вы уже получили, ужин получили. Что вы? Уже банку съели, все. За новой банкой не пойду. Завтра приходите с утра. Да, на завтрак приходите. Вы уже хорошо поужинали. А там вот эти утки, которые очень интересуют Анфису. И, честно говоря, от Анфисы можно ожидать всего, чего угодно. Анфис, ты уж, пожалуйста, не охоться на них, ладно? То ума-то хватит у тебя, а ловкости тем более. Да, вот ее интересуют. Утки там. Тути-фрути интересует ее. Так, все, дорогие, все. Хватит на сегодня. Фиска, ты что делаешь? Совсем на край села. Фисочка. Ну сейчас прыгнет. Может, она кошка-амфибия. Кто ее знает? Да. А я слышу тут какой-то шум и возня какая-то. Вот оказывается, что. Оказывается, Анфисия тут уток подстерегает. Да. Анфиса у нас пользуется привилегией, она может гулять в темноте. Она, в принципе, приходит сама. А Арчика приходится с наступлением темноты загонять, на всякий случай. Вот, это демонстрация, поза демонстрации хвоста. Думаю, надо подписаться. Помогать пришла, да? Ну, конечно. Давай, помогай. Только тут тесно. Я еле поместился. Да. Давай. Иди по своим делам котовским. Вот вся эта работа по укреплению пластика, по укреплению всей вот этой ограды заняла 3 дня. То есть довольно долго. 3 полноценных рабочих дня мне пришлось на это потратить. Потому что было много всяких мелочей. Пластик надо было резать. Он продавался такими панелями 2 метра на 90 сантиметров. Соответственно, я разрезал на 4 полосы 90 на 50 и 3 метра 60 с одной панели. Вот одна панель стоила около 10 евро. Вот получается, можно посчитать, сколько это стоит. В принципе, это хороший способ. То есть, если у вас вот подобная задача стоит, то укрепление вот такой пластиковой полосы, оно решает вопрос. Вот. Режется очень просто, обычными ножницами, и она не ломается, не трескается. Хорошая вещь. Анфиса тоже в разведку пришла. Анфис! Анфисочка, ты что, тоже полезешь, что ли? Она пытается до чего-то дотянуться лапой там. А что там такое? Там, наверное, черный ходил и пахнет, да? Или что там пахнет так? Да. Что тебе там так интересно? Я тут продолжаю вот эту пластиковую ограду. Параллельно с укреплением ограды встал вопрос о том, что у нас там вырос куст. Вот вдали видно слева на границе. Вот смотрите, там этот куст был небольшой, где-то метровый. Он превратился в какое-то настоящее дерево, огромное. Сам множеством стволов, и стволы довольно толстые такие.
И, во-первых, по ним стали лазить коты. Я как-то сниму, покажу, как они по ним залазят. И часть вот этих стволов, часть веток свешивалась на территорию соседей, прямо на крышу их дома. У них дом близко к ограде. Соответственно, тоже соседи просили про возможности как-то вот ликвидировать те стволы, ветки которых заходят на их территорию. И мы сами поняли, что без этого не получится ничего, потому что для кошки, естественно, по дереву забралась, и ты на чужой территории. Поэтому мне пришлось этот вопрос как-то решать. Мы вместе с сыном взяли, у нас пила электрическая такая, и задача была очень сложная. Сложная почему? А рядом вот эта ограда, там очень мало места. Сделать так, чтобы вот этот ствол падал в сторону озера куда-то, ну, невозможно, потому что там другие стволы мешают. Падать на эту сторону, налево, вот сейчас мы видим, чтобы он падал налево, но это на ограду, на дом. Вот. То есть надо было как-то умудриться их валить так, чтобы они ничего не повредили, не упали тебе на голову при этом. То есть это была такая ювелирная работа. Вот смотрите, попер, молодец. Нет, не получилось. Вот, это была достаточно такая филигранная работа, и с которой мы справились. В общем-то, обошлось без каких-то катаклизмов. То есть часть, ну, примерно треть вот этого куста была успешно, так сказать, ликвидирована. А остальные оставлены, потому что они загораживают нам удовольствие смотреть на пирс соседей. Вот опять. Нет, громыхает, нет, не получается. Он видит, что дальше не получается. Избавляет нас от счастья наблюдать, как соседи купаются. Потому что они купаются голышом. Я уже как-то говорил про это. А благодаря этому кусту мы их не видим. Кроме того, в этом кусте живут стайки каких-то небольших птиц, совсем маленькие птички какие-то, они там живут. То есть тоже полностью убирать вот этот, скажем, незаконно выросший куст тоже не хотелось, потому что там, в общем-то, птичкин дом. Ну и мы нашли какой-то такой промежуточный вариант, вот, чтобы и решить проблему каким-то образом, и в то же время не убирать лишнее. Потом напилили дров, часть веток нарезали, надо будет вывести уже вывезли к моменту, когда я делаю этот ролик, на свалку. Вот, там есть специальные контейнеры для вот таких растительных всяких отходов. Арчик проверял очень тщательно и очень долго. То есть он ходил, он, так сказать, пытался. А я с ним ходил с камерой. В какой-то момент вот этот пластик был уже на всем протяжении. То есть у него уже такого свободного места нигде не было. И он предпринял целый ряд попыток. Вот эти попытки продолжались 2 дня. А потом он вот эти попытки прекратил. И с тех пор, в общем-то, прошло уже больше недели. Новых попыток покинуть территорию здесь, во всяком случае, Арчи уже не предпринимал. Я считаю, это некоторый успех. Но все равно мы продолжаем очень внимательно за ними следить, стараемся гулять. Я стал гораздо больше гулять. Меньше сидеть за компьютером, а больше гулять. То есть, мне нравится за ними смотреть. Иногда снимаю, беру с собой камеру, снимаю. И будет, наверное, развитие в плане моих съемок. С 1 января следующего года начинает действовать новый европейский закон относительно квадрокоптеров, дронов. И по этому закону, в общем-то, некоторая возможность использовать дроны будет. Я про это расскажу потом отдельно. Это я расчищал к зиме. Тут заросли все, некоторые образовались. Тут еще предстоит поработать. Но то, что было обрезано, его надо, естественно, как-то утилизировать, вывести
Для этого это надо распилить на какие-то более мелкие куски. Вот сейчас этим и займусь. Вот тут готовая электропила и вперед. Вот эти большие, они не пригодятся, их надо будет приготовить для вывоза. Вывозим на Mitsubishi Outlander. Ну, соответственно, чтобы они помещались. Значит, перед тем, как что-то пилить, перед тем, как запускать пилу, надо проверить масло. Масло проверил. Уровень масла нормальный. И надо обязательно проверить натяжение. Да, то есть натяжение цепи. Ну, тут напряженная работа идет по расчистке. Соседи жаловались, что вот эти деревья на их сторону там наклоняются, и ветки, которые близко к ограде, и мы их убираем. А остальное оставляем. Но это не так просто, честно говоря. Даже с этой великолепной пилой. Ну вот я здесь расчистил немножко деревьев. Вот, если помните, как это было. Да. А вот эти тут поубирал. Там поубирал. Вот. Здесь расчистил. И стало свободно. Там прямо до воды. Вот. И вот этот пластик, который пока, во всяком случае, для арчика непреодолим. Вот. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!